Bora'yım. Ben bu konağın hanım ağasıyım. Sakın o kapı açılmayacak. Anne! Anne! Babam mı indirecek? Ne oluyor? Söylesene bana bir. Bu fotoğrafla mı gösterdin yerlerini? Ben sadece yerini söyledim. Şahin benim abim öldürüldü. Onu kim yaptıysa bir gün o hesap kesilecek. Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Давайте вместе посмотрим, что произойдет в новой серии. Что произойдет после того, как госпожа Садакат выгонит Алью из особняка? Сможет ли Кая вернуть Алью в особняк? Что будет делать Аля, когда ее выгонят из особняка? Что сделает Джихан, когда узнает, что Садакат выгнал Алью из особняка? Поймет ли госпожа Садакат, насколько сильна Аля, и отступит ли она? Когда Денис поймет, что ее матери нет в особняке, сможет ли Садакат успокоить ее? Сможет ли Джихан получить от Халиса нужную ему информацию? Демир или Экмель убили барана? Как долго Джихан будет находиться в тюрьме? Что произойдет, когда Зерин, чтобы защитить Каю, скажет ей, что ребенок от Демира? Аскан пришел в себя после долгого перерыва. Улучшится ли его состояние сейчас? Останется ли Нари Аскан замужем за ним и откажется ли от Шахина, как она обещала, лежа без сознания? Как отреагирует Аля, когда Джихан скажет ей, как она важна для него? Что сделает госпожа Садакат, чтобы убедиться, что ребенок Майн – ребенок Джихана? Когда Джихан узнает об этом ребенке? Что госпожа Садакат планирует делать с беременностью Майн? Обо всем этом и многом другом в этом видео. Если вы хотите, чтобы Джихан вышел из тюрьмы и заботился о своей жене Алие, чтобы Алия не позволяла Садакату притеснять ее, у Мины должен случиться выкидыш и не возникло никаких проблем между Алией и Джиханом, но в то же время должно раскрыться, что Садакат скрыла эту информацию от своего сына Джихана. Не забудьте поставить лайк и поделиться нашим видео. А теперь перейдем к нашему анализу, наслаждайтесь. Садакат подумает, что дом ее сына Барана переворачивает вверх дном Аля и ее мать Фикрии. Когда Садакат Ханем, которая постепенно получает доступ к информации, которая была скрыта от нее, находит фотографию Фикрии Ханем и Халиса в палате Алии и одновременно предупреждает Майну, она подслушивает разговор Алии и ее матери Фикрии Ханем в больничной палате и сообщает новость о том, что Фикрии Ханем раскрыла местонахождение Барана. У Гэжи Садакат случился сильный нервный срыв из-за правды, которую она узнала. В этот самый момент она вошла в свою комнату, накричала на Алю, вытащила ее из комнаты и выгнала из особняка. После этого инцидента Алия закричала и бросила ему вызов, заявив: «Я Алабора, я жена Джихана Албора и мать Дениса Албора». Но он не заставит ее оставаться в том месте, откуда ее выгнали, и покинет особняк. Как бы Нари не умоляла, госпожа Садакат не желает ее слушать. Затем Денис станет свидетелем происходящего, побежит за матерью и будет кричать о ней во дворе особняка. Госпожа Садакат, будучи бессердечной, попросит рабочих отнести ребенка в ее комнату и уложить спать. После этого, когда Кая придет в особняк и узнает, что произошло, она расскажет своей матери Садакат все подробно и скажет ей, что если она выгонит Алью из этого особняка, то потеряет Джихана. Несмотря на то, что госпожа Садакат в ярости, она поймет, что Аля на самом деле не виновата в этом инциденте. Но эта садакатская дама, не только не извинившись перед своей невесткой Алией, которую она и так не любит, но и продолжит плохо с ней обращаться. Аля почувствует себя очень беспомощной и грустной, когда покинет особняк. Аля садится в машину и едет в больницу, но ее мысли остаются о сыне Денисе. Она начнет думать о том, что она будет делать без матери и как она заберет сына у Садакат Ханем, если не сможет вернуться в особняк. Когда Джихан услышит об этом инциденте, он очень рассердится на Садаката и выступит против своей матери за то, что она заставила Алью пройти через все это. «Надеюсь, ты больше не сможешь так обращаться с моей женой», она сможет сказать: «Я люблю ее, чтобы ты не говорил». Она пошлет сообщение Кае, чтобы она немедленно забрала Алью и вернула ее в особняк, а ее матери, что если она тронет Алью, то больше никогда ее не увидит.
В этом инциденте госпожа Садакат поймет, насколько сильно Аля и Джихан привязаны друг к другу, и что Аля больше не откажется от нее. Несмотря на то, что Садакат очень расстраивается, когда Али говорит, что она женщина из племени Альбора и даже хозяйка особняка, она все равно будет продолжать демонстрировать поведение, которое утомит Алью и оттолкнет ее. Эта женщина не хочет делиться своими сыновьями с Алей, и, похоже, никогда этого не сделает. На самом деле не только Аля, но и ни одна женщина не соглашается на то, чтобы ее сыновья входили в их жизнь. Прождав некоторое время, пока его мать зайдет в комнату Денис, он понимает, что ее нет в особняке, и пытается выйти во двор особняка, но Садакат, Нари и персонал особняка не могут его успокоить. Когда Кая заберет Алью из больницы и привезет ее обратно в особняк, Денис увидит свою мать и обнимет ее, чтобы успокоить. Это событие может стать огромной травмой для маленькой Денис. Страх разлуки с матерью в любой момент займет место в ее сердце, и это очень расстроит Алю. Джихан вошел в палату Халиса и Экмеля, как и хотел, и там он покажет им семейную фотографию Алии с бараном и спросит их, убили ли вы его или выдали ему его местонахождение. Как и предсказывал Джихан, Халис узнает, что он лишь раскрыл свое местонахождение. После долгих усилий Джихана Халис узнает, кому он это рассказал. Но это займет некоторое время. Джихан не сможет выучить все сразу. Халис будет загнан в угол, потому что я думаю, что человек, которому он передал эту новость, Экмель, а человек, убивший его собственного сына Барана, это Экмель. Пока Халис передает эту информацию, он скажет ему выбрать время, когда Экмеля не будет рядом, и подождать, пока Джихан освободится, в противном случае Экмеля предпримет действия по устранению Халиса. Несмотря на то, что Экмел давит на Халиса, чтобы тот не говорил Джихану, что именно он убил Барана, эти подробности всплывут. После того, как Джихан получит эту информацию, он будет освобожден условно-досрочно благодаря своему адвокату. Но он также составит план для Экмел и поручит кому-то другому, если не ему, убить ее. Кая, которая сообщила о беременности Зерин благодаря Демиру, на мгновение думает, что это от него, и радуется, в то время как Демир угрожает Зерин и заставляет ее сказать, что это от него. Когда Кая услышит это, она очень расстроится, узнав, что Зерин с Демиром и что у них будет ребенок. Потому что этот ребенок сделает их брак более прочным и создаст кровную связь. Несмотря на то, что Зерин плачет внутри, она скажет эту ложь, глядя Кае в глаза, ради нее и чтобы Демир не причинил ей вреда. После того, как Кая с грустью уйдет, Зерин тоже будет опустошена. В то же время отец Демира никогда не захочет этого ребенка, потому что он принадлежит кому-то другому. Надеюсь, он не сделает ничего плохого Зерин, чтобы она смогла сделать аборт. Аскан вырвался из объятий смерти и вернулся к жизни. Его состояние будет улучшаться с каждым днем, и Аскан восстановит свое здоровье. Но после этого инцидента, когда Нари говорит, что она в долгу перед ним и хочет пожертвовать своей жизнью, Аскан, возможно, не захочет оставаться в браке с женщиной, которая его не любит и даже готова умереть, чтобы уйти от него. Хотя Нари говорит, что останется с ним на всю жизнь, но ее сердце никогда не будет принадлежать Аскану, и она не хочет развода, Аскан не принимает этого и хочет развода. Когда Джихан выйдет из тюрьмы и приедет в особняк, у него будет разборка с Садакатом из-за того, что он сделал с Алией. Госпожа Садакат выступит против Джихана и скажет ему, что Аля очень ценна для него и что она никогда больше не позволит ему пережить нечто подобное. После этого они возьмут Алю за руку, покинут дом Гэжи Садакат и разойдутся по своим комнатам. Там он скажет Алие, что если я однажды упаду, ты поднимешь меня, чтобы я больше не упала, чтобы она могла почувствовать его любовь и то, насколько она ценна для него. После этих слов и поступков Аля поймет, какое большое место Джихан занимает в ее сердце и что она влюблена в него. Он поймет, что постоянно беспокоится о том, что с Джиханом что-то случится и что Джихан всегда где-то в глубине его сознания. С другой стороны, Садакта Ханем принимает некоторое решение от имени Джихана. Несмотря на то, что она узнала от него, что Майн беременна, она планирует скрыть это от Джихана и заставить его родить этого ребенка, если это будет мальчик.
Но у нее на уме вопрос, а что если этот ребенок не Джихан, и она хочет сделать тест сразу после рождения ребенка? Я думаю, что этот ребенок будет либо от Демира, либо от доктора Угура. Джихан еще некоторое время не будет знать о ребенке. Когда пол ребенка будет определен и период аборта закончится, Майн сообщит Джихан о ребенке. Когда Джихан получит эту новость, он скажет, что если ребенок его, он позаботится о нем, но никогда не женится на Майн. Поскольку появилась возможность разлучить Джихана и Алию, Садакат согласится родить ребенка от Мини. Потому что очевидно, что ребенок родится преждевременно, как и предсказывал Майн. Садакат и Майн, которые надеялись, что Аля разведется с Джиханом, узнав об этом ребенке, будут разочарованы. Потому что, хотя Аля очень зла на Джихана по этой причине, она не разведется с ним, так как считает, что должна оставаться замужем за Джиханом ради своего сына Дениза. Хотя эта ситуация устраивает Джихана, она расстроит Майн и Садакту. Потому что они оба думают, что из-за этого ребенка Аля бросит Джихана. Хотя я знаю, что этот ребенок – невинный ангел, я думаю, что такой ангел не заслуживает такой матери, и я надеюсь, что с Майей случится что-то плохое до того, как ребенок родится, и она не сможет родить его. Потому что мне не нравится, когда они используют ребенка как инструмент для таких плохих дел. Как вы думаете, Майн сможет родить этого ребенка? Раскроет ли Аля и Джихан свою любовь друг к другу? Что сделает госпожа Садакат, когда поймет, что Аля и Джихан никогда не разлучатся? Какую реакцию получит Джихан, когда он спросит свою мать Садакат об Алие? Кому Халис сообщил о местонахождении барана? Кто стал причиной смерти барана? На этом мы завершаем наш анализ. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы получать больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.